Мы подписали договор. Привет, ребята! Меня зовут Фая, и это мой новый влог, в котором я снова переезжаю. Да, это был довольно тяжелый моральный момент для меня, так как я несколько раз заболела и словила выгорание. Поэтому в некоторой степени с помощью переезда я хотела сбежать от неприятных событий, и, как ни странно, у меня это получилось. В конце влога вы увидите рум-тур новой квартиры и немного познакомитесь с моим парнем. Можно ли сказать немного познакомитесь? Ну, не суть. Сразу скажу, что до середины влога я выгляжу крайне не очень. Все потому, что я и чувствовала себя не очень хорошо. Вот, но, во всяком случае, приятного просмотра. Ну, как бы, вы понимаете, что, все, трындец. Что ж, сейчас у нас как графские развалины выглядит квартира. Я собрала штуки из ванны и свою косметику, и получилось довольно-таки мало. Отлично. Покажу просто, как выглядит квартира. Я как-то очень странно себя сейчас чувствую. Мы так сушим белье, потому что на улице дождь, и у нас очень холодно на балконе, поэтому, скорее всего, там ничего не высохнет. Так вот, очень странно себя чувствую, потому что и в этой квартире я прожила 1,5 года. Ну, если быть точнее, 1 год и 5 месяцев, немного с хвостиком, но все же. Я давно не переезжала, и я как будто привыкла к этой квартире, но я уже задолбалась от нее. Кстати, возможно, это плохо, потому что я помню, что мы в детстве очень часто переезжали, и я привыкла к вечной смене обстановки. То есть, наверное, единственный раз, когда мы прям задержались в каком-то городе и в одной квартире, соответственно, это вот 3 года мы жили в тот момент в Кокштаве. Это город в Казахстане. И это, наверное, был единственный раз, когда я сидела на одном месте в одной квартире. Все остальное мы жили меньше этого срока. По Москве я переезжала очень часто. В одной квартире я даже не прожила месяц. Но так, к сожалению, получилось. Довольно-таки долгая история. Возможно, дальше в видео я снова про нее вспомню и расскажу. Сейчас у меня вся голова забита тем, как что упаковать, потому что мы заказали 20 коробок. И, в принципе, нам в коробке все вместе, но единственное, она закончилась пленка. У меня есть вот это вот огромное 2-метровое зеркало, и нужно как-то его упаковать. Скорее всего, придется сейчас отдельно заказывать пленку, либо ехать и покупать ее. Посмотрим. Короче, просто переезд. Мне очень нравится, как выглядит квартира, и я надеюсь, что там будет комфортно жить, комфортно работать, и я буду ходить такой вдохновленной, потому что сейчас это трындец. Вот. Но тут правда, квартира дискомфортная, особенно когда вас 2 человека, а я просто напомню, что я сейчас живу с парнем, и просто у нас есть комната и кухня-гостиная. Все. И если я снимаю, вот даже когда я снимала лекции, ему приходилось сидеть в той комнате, чтобы мне не мешать. И это ужасно, потому что у него нет доступа там, к кухне и все в этом духе. Короче, это просто огромный дискомфорт. А еще у меня что-то вот с прической такое. Не ложитесь с мокрой головой спать. Зацените мой маникюр и как я разбирала с ним мебель. Да, я крутая. И момент саморекламы. Подписывайтесь на мой канал. Я очень хочу себе золотую кнопку, которую, скорее всего, мне не отправят, но да ладно. На этих кадрах вы можете увидеть просто какой-то мусорный артхаус. И, кстати, кто помнит мои плакаты с BTS, я их снимала и забрала с собой в новую квартиру. Край плаката Stay немного порвался, и от этого немного грустно. Кстати, пишите в комментарии, как вам новость, что их забирают в армию. Я лично слышу их уже который год, да и был опыт, ждули с Big Bang, так что мне норм. Мы собрали все вещи, ждем грузчиков. Тут полный хаос и разруха, но повезем вот эти вещи. И да, и еще часть вот этих вещей. Сегодня уже большую часть вещей отвезем. Будем ночевать в новой квартире. Ощущение, конечно, очень... Мы с вами очень похожи тем, что мы реально очень быстро собираемся и довольно быстро на подъем. Поэтому реально за 2 дня оформили квартиру, собрали вещи, и вот, собственно, сейчас происходит переезд. Мелисса сейчас ждет в ванной, потому что она очень сильно нервничает при переездах. Мы пока ее закрыли для того, чтобы забрать все вещи. Потом отдельно поедем на такси. У нас нормальная самооценка. Честь, как говорится,
Ладно, мы не тебе будем поменьше. так шутить. Ну вот, собственно, и сам переезд. Он происходил среди ночи, да. В ту квартиру мы заехали примерно в 3-4 ночи. Зато нам никто не мешал, мы никому не мешали. И потом нас очень жестко вырубило к утру. Маленький, испуганный. Мне решили помочь и забрали Мелиссу. Спасибо. Я думаю... Ты там как? Мисунь! Мою Зойку. Ну, естественно, я там уже включила свет. Ну, мы заносим Мелиссу. Юху. Хи-хи-хи-хи. Ну, заполнили, собственно, квартиру всю. Как-то так. Наш первый ужин в новой квартире, и, кстати, мы спали на матрасах, просто постелили их на пол. Мелисса первые часы очень сильно боялась, но вскоре привыкла. Мелисса кушает, моя девочка. Она так стрессанула, что с вчерашнего вечера она вообще не притрагивалась к еде. Сегодня только немного вот попила и вот села кушать. Там до сих пор коробка стоит. Моя сладкая девочка. Первые дни нам было довольно-таки весело, потому что мы никогда не находились в квартире одни. К нам приходили сначала подкручивать батареи, потом подкручивать окна, устанавливать интернет и прочее-прочее. А, кстати, нам еще поставили шкаф. Одновременно с распаковкой старых вещей мы приобретали новые штучки для новой квартиры. Вот, например, диффузеры, которые очень красиво выглядят в ванной и создают такой минималистичный, пинтерестичный вид. Очень круто, в общем-то. Кстати, все ссылки на товары, которые я приобретала для дома, я оставлю в своем телеграм-канале, поэтому переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. На самом деле мы привезли мебель не одним разом, а несколько раз возвращались в предыдущую квартиру. Смотрите, как я это тащил вот так вот. На этой руке было 3 пакета, просто вот так вот стояли, еще один в руках, и тут был еще один. И, наконец-то, я могу вам показать квартиру, как мы ее минимально обустроили. Кстати, это мой новый образ. Мне заплели косички, мне кажется, выглядит прикольно. Вот, давайте начну показывать. Только войдя в квартиру, мы натыкаемся на мешок, потому что мусора у нас сейчас много. Далее идет такое прекрасное зеркало с подсветкой. И, кстати, тут тоже есть подсветка. Вот так вот. Смотрите, как красиво. Но сейчас нам это будет мешать, поэтому я ее выключу. Там у нас идет кухня, здесь ванна. Так она выглядит. Мы решили ее оставить довольно-таки минималистичной. И вот так Мелиссы. Да. Далее шкаф, куда мы запихнули все, что только можно было запихнуть. Там находится моя обувь, которую я хочу помыть, так что пусть она будет пока там. И мы можем пойти на кухню. Почему тут один стул? Потому что у нас не хватает стульев, и один находится в кабинете, и его периодически притаскиваем сюда. Ну, посмотрите, как красиво. Это тоже подсветочка. Я очень рада, что в этой квартире очень много различного света. Только посмотрите. Ну, красиво же, красиво. В жизни, кстати, этот лучше выглядит. На видео он слишком холодный. Короче, такая вот кухонька. У нас, кстати, двери такие, типа, невидимые. Но мы их видим, но вы поняли, о чем я. Собственно, здесь у нас находится кабинет. Тин-тин-тин. О, красиво как. Видите? Этот светит на самом деле желтым. Ну, тут такое же. Это светит фиолетовым. Ну, это светит также, да. Почему-то цветопередача хромает. И тут еще одно зеркало. У-ху! Зону за дверью мы, можно сказать, не разобрали, поэтому она выглядит у нас так. Но это временно. Здесь мы тоже временно поставили монитор и стеллажик. Там находится техника, штативы и прочее. Тут 2 рабочих стола. Это мой. Прекрасная такая полочка.
красивая. А это рабочий стол Адама. Ноутбук, iPad, все сложено, но... Кабинет пока порядком пустует. Мы хотели за место этого стола ставить диван. Подходящего еще не нашли. Так что пусть остается все вот так, на своих местах. В целом довольно-таки комфортно. Я решила зарядить свой самый первый телефон, который лично мне именно купили. Но пока он зависает на вот этой вставочке. Пишите, у кого был такой же телефон. Мне кажется, он был в свое время довольно-таки популярным. Кстати, смотрите в коридоре, какие прикольные шкафы. Они с подсветком. С подсветком. Я разучилась разговаривать. Та-дам! Мелисса! Привет! Ой. У нас тоже подобная подсветочка. И снова много света. Здесь тоже временно стоит пока вот в таком виде мой любимый стеллаж бамбуковый. Рейл, на котором будет висеть одежда, я надеюсь, для моих образов. Здесь кровать. И самое интересное, что по факту это не кровать, а основание для кровати. И у нас старые матрасы. Нам нужно будет докупать матрас. Вот так пока это тоже выглядит временно. Здесь я влепила свой столик косметический. Снова зеркало. И тут такой бардак, потому что я сегодня собирала образ. Да, выглядит прикольно. И Мелисса. Она, кстати, всегда здесь спит. Я сплю здесь, и она рядышком. В целом квартира очень комфортная, но единственное, я понимаю, что мы не до конца ее обустроили, и все-таки есть нюансы, что вот чего-то не хватает, но это в принципе нормально, так как мы здесь недолго живем. Да. Сторона около двери выглядит примерно так. И, кстати, фишка, когда мы купим все необходимое для кровати, я хочу... Как называется? В общем, чтобы изображение... Мы купим проектор, чтобы изображение выводилось на эту стеночку. Поэтому, мне кажется, будет прикольно. И я специально сделала фоточки, и я надеюсь, что я куплю его, потому что у меня эта идея долго жила в голове. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, всем пока.